психология йоги. We'll discuss the Asampragata Samadhi and Bhakti Samadhi. И сегодняшняя тема это Асампрагьята Самадхи и сравнение с Бхакти Самадхи. Yesterday, we have shown scientifically Вчера мы показали научным образом, how the yogi who has practiced yams and niyams, как йог, который овладел ямами и ниямами, asana, pranayama, асаной и пранаямой, pratyahara, пратяхарой, dharana, dhaраной and dhyan, и dhyaной, how he becomes free from the psychological and behavioral effects of Kama-guna and Raja-guna. как такой йог может освободиться от психологических влияний и физических влияний тамаса и раджаса. And now Sattva-guna is very prominent in his И consciousness. саттва-гуна начинает влияние саттва-гуны доминирует на его сознании. And he comes into the stage of ekagrata, one point of И йог view. достигает состояния экагриты. So in that stage, he acquires a special capacity, an ability that was not, the potential was there, but it was not manifested before. И на уровне экагри он уже достигает, начинает осваивать тот потенциал, который до этого присутствовал в нем, но он не мог его проявить. So what was that capacity he developed? Что это была за способность, которая проявляется? Что это была за способность, которая проявляется на уровне Samapati. самапати? Samapati means thought transformation. Трансформация мысли, самапати. It's the ability, just simply by thinking of an object or uttering a word, that object is reproduced in the chitta. Это способность создать имидж в своем сознании, в чите любого объекта, просто подумав о нем или произнеся название этого And when it's объекта. not perfectly clear due to the impressions of the previous experience, it is called savitarka. И вначале, если имидж не очень четкий из-за искажений, вызванными предыдущими какими-то ложными представлениями, то это состояние самадхи будет называться савитарка. And when the chitta of that yogi becomes completely one with that object and it's perfectly manifest to his consciousness, so that he can experience it in all ways perfectly, then it's called nirvitarka sampragyata. Но когда йог уже освоит этот имидж станет очень четким в его сознании, чита трансформируется полностью в этот объект, на который он медитирует, и он сможет его досконально изучить снаружи и внутри, то тогда это состояние самадхи уже называется нирвитарка. And this is in relation to the objects of the world. Эта медитация касается объектов, физических предметов этого мира. If his meditation will go deeper, he will begin to examine not the objects of the world, but the tanmatras, the subtle elements from which they are all made. В более глубоком состоянии йог уже медитирует не на сами физические объекты, а на ингредиенты, танматры, из которых все объекты этого мира состоят. And so this becomes, when it's not completely clear, savichar, and then nirvichar, sampragyata samadhi. Вот это в начале савичар, это нечеткая такая медитация, и нирвичар уже более такая совершенная медитация. Then he can turn his attention, the laser of his consciousness, he can turn upon his own sensory functions. Потом уже йог может повернуть луч сознания на собственные сенсорные функции. And understand exactly the mechanisms of perception. И понять механизмы восприятия. So, the mechanisms of perception are the atoms of the senses, which send their energy through 72,000 nadis. Everyone is a different color. It's a very astonishing world of experience now. Механизм восприятия заключается в 5 атомах органов чувств, которые посылают свою энергию по всему телу. Она расходится по 72 каналам нади. Каждый из этих каналов разного цвета. Это что-то удивительное. Эта медитация называется сананда сампрагьята самадхи. And last thing, the consciousness is only focused on his own chitta. И затем уже в последнем уровне сампрагьята самадхи сознание фокусируется на собственной чите. That means the energy of consciousness coming from the soul, the atma,
is reflected in the Mahatattva Это уже chitta. энергия сознания, которая исходит из самой души, из атмы, уже отражается на зеркале читы. Giving only a consciousness of I am without any other designations. Когда вот объект медитации, это уже вот состояние «я есть», «я существую», уже ни на что другое йог не медитирует. But still, this chitta itself, this asmita, is one type of designation, Но in вот one это sense. асмита, вот эта чита тоже является своего рода как отождествлением, ярлыком. Because at that point the soul still cannot know his own spiritual form or relationship with Ishvara. Потому что на уровне асмиты душа, атма все равно не может еще по-настоящему познать себя и познать свои отношения с Богом. This is as far as any yogi can go. Это предел, удел вот, любого йоги, любого йога, And этот уровень. if in that stage they will develop pure bhakti, pure devotion to Ishvara, Если на этом уровне йог сможет развить вот, чистую преданность Ишваре, Богу, only then can they enter the asampragyata лишь samadhi, только тогда он сможет перейти на уровень асампрагьята which is the самадхи. stage of mukti or liberation from the material elements. Уровень мукти, освобождения, полное освобождение от материальных элементов. There is in the asampragyata samadhi no experience of anything at all. It's just nirvana. The problems of the material world, that fire has been extinguished. Все, на уровне асампрагьята самадхи не существует никаких проблем, нет никакого восприятия. Это такое состояние полного освобождения от материальных элементов. But it's not possible to attain that asampragyata samadhi without bhakti, devotion to Ishvara. Но асампрагьята самадхи невозможно достичь, не применяя процесс преданности Богу, Ишваре. So what will generally happen is, as the yogi is meditating on Ishvara and serving Ishvara in the heart, they become so attached to the loving relationship with Ishvara that they give up the idea of asampragyata Потому samadhi. что может произойти с йогом, который уже начинает медитировать на Ишвару, и в процессе предания Ишваре он так привязывается к Ишваре, что он уже не хочет этого асампрагьята самадхи. And then bhakti samadhi. И тогда начинает проявляться бхакти самадхи. So up until this point, their practice was Ashtanga Yoga Mishra Bhakti. До этого этапа йог применял аштанга йога мишрит бхакти. It means Bhakti Yoga mixed with the practice of Ashtanga Yoga. Это была бхакти йога, смешанная с аштанга йогой, с практикой аштанга йоги. But because Ashtanga Yoga is a practice which is done with the physical body and mind, Так как аштанга йога это практика, которая совершается на уровне тела и ума, now they've transcended the physical body and mind, it's no longer necessary or relevant to them, so they give it up. йог уже достиг совершенства на этом уровне, он зашел за пределы ума и тела, поэтому ему уже дальше не нужна эта практика, она уже не актуальна для него, аштанга йоги. But Bhakti Yoga, in Ashtanga Yoga, the means and the end are different. So when the end is attained, the means is relinquished. В аштанга-йоге процесс и конечная цель, они отличаются друг от друга. Поэтому, когда конечная цель достигнута, процесс и способ достижения уже не нужен. But in Bhakti Yoga, the means and the end are the same. Но в бхакти-йоге процесс и конечная цель – это одно и то же. The process itself is devotion, and in the stage of perfection, more devotion. Сам себе процесс совершенствования – это преданность, и цель этой практики – это преданность. So according to Patanjali, in the sutra Ishvara Pranidhana Prat, he has established that the Bhakti Yoga can be successful even without the practice of Ashtanga Yoga. But Ashtanga Yoga cannot be successful without the presence of Bhakti. Поэтому в этой сутре Патанджали объяснил Ишвара Пранида, что аштанга-йога, что бхакти-йога, да, что бхакти может достичь, человек может достичь совершенства без аштанга-йоги, через процесс бхакти-йоги. Но невозможно достичь совершенства посредством аштанги-йоги, не применяя элементы бхакти-йоги. So, there's a great mystery in the nature of Bhakti Yoga. В природе бхакти-йоги кроется великая мистерия.
You see, whatever asanas you do, whatever pranayama you do, these are functions of the physical body. Асана и пранаямы – это действие функции тела. And then the meditation is function of mind. Медитация – это функция ума. And these are all mature elements which exist within the purview of mature time. Элементы тела и ума – это все материальные элементы. Они находятся под повелением времени. But the activities of bhakti, which include chanting, singing, hearing the glories of Ishvara, and different types of service, these activities are actually the energy of the transcendental world, which is beyond time. Деятельность практики бхакти-йоги, все составляющие бхакти-йоги, такие как слушание, повторение джапы, служение Ишвари, различное служение, акты преданности, они действуют на платформе энергии из трансцендентного плана, из духовного мира. So the activities of bhakti, such as kirtan, Такая анга, как киртан. from the very beginning, it is a transcendental activity. Киртан всегда трансцендентен. С самого начала практики киртан уже трансцендентен. But because the living entity who begins to chant in kirtan and do japa, yesterday we discussed about japa. Человек, который только начинает петь киртан или практиковать джапу, которую мы обсуждали вчера. Because that living entity is still covered by ego. Так как живое существо все еще находится под влиянием ложного эго, At first he has no power to distinguish between the transcendental activity and the karma. вначале он не способен различать между трансцендентной деятельностью и кармой. So that stage is called jnana kama adhyanavrita. Jnana kama avrita. Bhakti is there. Bhakti is always transcendental, but at that stage the nature of bhakti is covered by the concept of karma. Поэтому это называется jnana karma avriта, что бхакти всегда трансцендентна по природе. Но на начальных этапах она покрыта гьяной и кармой, и йогой. So when, by the spirit of devotion, by adopting the conception of being a servant of Ishvara, Но когда человек проявляет этот дух самопредания, признает свое смиренное положение как слуга слуги Ишвары, especially one takes shelter of the guidance of a qualified guru, особенно если человек принимает прибежище у квалифицированного духовного учителя and in a very humble mood begins to serve the guru. и в смиренном настроении служит своему учителю. Guru is also thinking, I am not guru, I am only servant of my guru. Настоящий гуру не считает себя гуру. Thousands of years. Он считает себя учеником своего гуру. И так идет вот эта цель ученической преемственности тысячелетиями. Only by this attitude of giving up the pride and ego, then the ahankara, the ego, begins to melt. Просто поменяв вот такое свое поведение, свое отношение к практике, человек начинает растворять аханкару, ложное эго. And then that person who before is thinking, I am chanting, И раньше человек думал, я воспеваю джапу, я читаю мантру. he becomes uncovered by the karmas Карма отступает, and begins to experience, I am not doing this. и он начинает осознавать, что это не я читаю But the мантру. spiritual energy of devotion is descending and playing upon my senses and making me sing, making me dance, making me meditate. Эта духовная энергия, она не сходит на уровень моих органов чувств, и она заставляет меня воспевать мантры, танцевать, петь. So these are some of the mysteries of bhakti-yoga. Это мистерии бхакти-йоги. So today I want to look at another sutra. Сегодня я хочу From рассмотреть Patanjali. еще одну сутру Патанджали. This is the first pada, Samadhi pada, the chapter on Samadhi. Это сутра из первой главы Самадхи-пада. So Patanjali said, Sa Esha Purvesham Api Guru Kalin Amadavachedat. So in this sutra, Maharshi Patanjali is giving the explanation how to meditate on the syllable Om. Махарши Патанджали объясняет в этой сутре, как медитировать на священный звук Om. Because first Patanjali said, you can get perfect trance by this surrender, Ishvara Pranidhana. Вначале Патанджали сказал, можно достичь совершенства в практике, совершив Ишвара Пранида, And предание then по he begins to Ишваре. explain how to do it. И начинает объяснять этот процесс. By first introducing one of the names of Ishvara. Oh. Вначале он ознакомливает всех с священным слогом Om, именем Ишвары. And then he discusses how to do japa. Затем он объясняет, как совершать джапу. Мы вчера We с were learning вами about this yesterday. изучали джапу. So by doing japa, repeated
repeating the vibration of the names of God. Повторяя вибрации And one should also Бога, meditate on the meaning. нужно также медитировать на значение So then Patanjali is giving мантры. some explanations of the meaning of the Патанджали дает, word Om, the name of Ishvara. он объясняет значение Ом, имя Ишвары. So this is a very deep statement. Ishvara sa esa purvesam api guru. He is even the guru of the ancient teachers. Он говорит, что Ишвара является гуру даже древних учителей древности. Because the Ishvara is not limited by time. Потому что Ишвара не ограничен влиянием времени. Now what does that mean? Что это означает? First of all, we should know that the ancient teachers have become perfect. Нужно знать, что учителя древности, мастера древности достигли совершенства. They have gone through all the stages of development, Они прошли practicing for hundreds of years. все этапы практики развития в течение многих лет. And they've attained Kaivalya, И достигли кайвальи, perfect purity. совершенства чистоты. Now, in the modern times, many people, they try to put forward the argument that the Kaivalya or the perfection means everything just becomes one. Учителя современности пытаются доказать, что эта концепция кайвальи означает такое полное слияние, единство, однородность. But see what Patanjali is actually saying. А давайте посмотрим, что говорит сам Патанджали. He's saying that the Ishvara remains the guru or the master of the ancient teachers who have attained perfection. Он объясняет, что Ишвара остается учителем учителей, он остается гуру учителей древности, которые уже достигли совершенства. This is in the present tense. Это в настоящем времени. So it's not that Ishvara used to be their guru, but he's their guru now. То, что он когда-то был их гуру. Нет, он сейчас гуру. So that means in ancient times, all the great teachers who transcended this world, Означает, что учителя, мастера древности, которые трансцендировали этот мир, they are now with Ishvara, and their relationship is one of servant and master. теперь они находятся вместе с Ишварой, но их положение остается все еще положение слуги, а его положение мастера. So from this we can conclude that the idea that when the masters are liberated, everything becomes one. This is not the realization. Patanjali is saying something different. That there's a divine realm where the relation of master and servant continues forever. Поэтому это противоречит этой современной идее, что кайвалья это означает такое полное однородное существование. Что тут четко говорится, что Ишвара отделен от индивидов этих учителей, он остается индивидом. Because Ishvara is not affected by time, so even now he is in that role of the master of the liberated souls. Потому что он не подвластен влиянию времени, он остается повелителем всех мастеров. So the concept of being liberated into an emptiness or into a oneness, this is a very like a spiritual mistake. Поэтому вот эта идея, концепция такого слияния с однородным целым, каким-то сиянием вот этого полного единства, это заблуждение духовное, это ошибка. But it's very, very prominent, especially today. Сейчас стала очень популярна эта идея. So many teachers there teach this. Много учителей обучают этой концепции. But 99% of them don't even know Sanskrit. Но 99% их даже санскрит не знают. If the audience also doesn't know Sanskrit, then the audience never knows if the teacher knows Sanskrit. Если слушающие не знают санскрита, то как они могут определить, что знает учитель? So we're trying to take our time to very carefully analyze each one of the sutras. Мы с вами сейчас уделяем много времени тому, чтобы подробно проанализировать каждую сутру. So you can develop a very clear and perfect conception of the message of Patanjali's Yoga Sutras. Чтобы вы могли понять, ознакомиться с сутрами Патанджали. Now we're going to move on a little to look at our siddhis, the mystic perfections, again, as we were discussing them yesterday, but to look at them in a different light. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим мистическим силам йогов, но уже с другого ракурса их рассмотрим. So yesterday we were discussing the 8 mystic perfections of Вчера мы yoga, обсуждали 8 главных мистических ситхи. and how the yogi, by doing the samapati, the thought transformation on different elements, their chitta would transform into that element, and then they would acquire the powers of those elements. Что способом самапати йог направлял свое сознание на разные элементы,
чита трансформировалась, перенимала на себя качество объекта медитации и создавала вот эти мистические силы. So the power to become smaller, Способность стать меньше, чем атом, the power to become bigger or heavier, способность стать самым огромным объектом, больше таким как Вселенная, to become lighter than air, стать легче, чем воздух, and travel on the rays of the sun to the sun. путешествовать по лучу Солнца на планету Солнца. Prapti means the power to acquire anything. Прапти — это способность получить что угодно, произвести что угодно. By this, a person can reach out with his finger and touch the moon. Таким образом, человек может протянуть палец и коснуться Луны с этой мистической силой. If you want some grapes from Italy, Если вы хотите итальянский виноград, you can just reach out your hand and pick grapes. так рукой протянуть, и в руке появится этот итальянский виноград. Practicity. Это практи-сиддхи. So this practicity comes from doing samadhi, thought transformation on the element of ahankar. Вот эта мистическая сила практи появляется, когда йог трансформирует свою читу, медитирует на элемент самого ложного эго, аханкары. Now, because all of the senses are the transformation of the ahankar, ego, in rajaguna. Так как все органы чувств являются трансформацией ложного эго, смешанного с доминирующим присутствием раджа-гуны, And all the sense objects of the world are transformation of the ahankar in и tamaguna. все объекты, физические предметы мира, они являются трансформацией аханкара, ложного эго, который находится в доминирующем влиянии тамаса, гуна невежества. The person who has mastered the nature of the ahankar, realized the true nature of the ahankar, to him, within that, the potential of all enjoyments are there. И для человека, который овладел вот этой постиг аханкару, ложного эго, у него уже в руках вот этот потенциал для всего чувственного наслаждения, что угодно ему доступно. So the yogi in his meditation can taste and experience anything which is available. Поэтому в своей медитации йог может попробовать что угодно, испытать что угодно, все наслаждения, доступные в этом мире, доступные ему через медитацию. Ishita means manipulation of the elements. Ишита — это манипуляция элементов. Means that by his will, he can make anything happen. Волей йог может манипулировать, как законы природы, что угодно. He can make a coconut grow on an apple tree. Он может заставить кокосы расти на яблоне. He can make the laws of nature contradict themselves. Может сделать так, чтобы законы природы противоречили друг другу. So these types of powers, they're very attractive to people. И такие силы очень привлекательны для человека. Это But сильный remember, this соблазн. is all going on within the limitations of Но time. помните, что все равно это происходит все под влиянием времени, под законом времени. To control others. Способность вас это контролировать других. Then karma-CLEARING means the maximum power of control, acquisition and И enjoyment. карма-CLEARING это такой уже максимальная власть, полный контроль, приобретение и наслаждение чего угодно. Now, we'll just have a look at some of the secondary Сейчас мы снова yoga взглянем cities. на второстепенные мистические силы. Here we see Mano-java means to move at the speed of the mind. Способность передвигаться со скоростью ума. We were just in the Kumbh Mela. Мы недавно были на Кумбхамеле. More than 30 million sadhus Там больше 30 миллионов садху. and other people who are interested in spirituality came from all over India. Собирается со всей Индии там. Many yogis who live in caves in the Himalayas. Многие йоги, которые живут в пещерах в Гималаях. They never leave their caves. Yogi Only никогда once every 12 years they Пещеры come не покидают. to this Раз Kumbh в Mela. 12 лет они вот так выходят из пещеры и идут на эту Маха-Кумбхамелу. It's said that some of them, they don't come by bus or train. Известно, что могущественные йоги, они не движутся обычными средствами передвижения, такими как автобус или поезд. They dip in the Ganges in the Himalayas Они входят в Гангу, в Гималаях, and в then by реку, Mano-java, to move the power of moving at the speed of mind, travel through the Ganges and come out in the Kumbh Mela. по руслу Ганги, вот это, используя эту мистическую силу, передвижение со скоростью ума, и уже выходят из воды, уже находясь в Праяге, на Кумбхамеле. Kama-rupa means the power to assume any form. Кама-рупа — способность изменить облик, принять любую форму.
Parakaya pravesha, enter anyone else's body. Паракая правеша, способность войти в тело другого. Swachanda Mitra means the power to die, to give up your body at will. Свачанда мритью, способность просто умереть в любое мгновение. Like in the Mahabharata, Bhishmadev. Мы знаем примеры из Махабхараты, как Бишмадев. Bhishmadev was shot through with hundreds of arrows. Его выстрелили, он был прострелян сотней стрел. But he would not die. Но он не умирал. He was waiting for the auspicious moment. Потому что он ожидал благоприятного момента для того, чтобы поставить тело. And then by his will he И came. уже когда он дождался этого момента, по собственной воле, душа покинула тело. Also, my first guru, Param-Pujya Srila Gaura-Govinda Maharaj. Мой первый духовный учитель, Парам-Пуджа Шрила Гаура-Говинда Махарадж, 1 week before he left this за world, he неделю до told me, того, как он I покинул am этот leaving this мир, world. Just now I will leave this он world. предупредил меня, он сказал мне, я скоро уйду отсюда. And he was not sick. Он не был болен, был He was очень... only about 68 years old. Ему было всего лишь 68 лет. Yeah, that's all. And one day he was telling beautiful pastimes of Radha and Krishna. И вот неделю спустя он рассказывал очень такие красивые лилы Радхи и Кришны. How they had not seen each other, they were separated for a long time, and finally they came and met after many years separation. После очень долгой разлуки, наконец-то, между ними состоялась встреча. And he became in ecstasy. И он пошел в такой экстаз, рассказывая эти лилы. He said, then the eyes of Krishna were reflected in the eyes of И Radha. он сказал, глаза Кришны отражались в глазах Радхи. And the eyes of Radha were reflected in the eyes И of глаза Krishna. Радхи отражались в глазах Кришны. Then he just said, hey Gopal. И он сказал, эй, Гопал. И мой учитель и ушел. And everyone, what's wrong? For Присутствующие- 1 hour, no one knew that he passed away. Присутствующие не поняли, что произошло. Они думали, может, он просто замолчал, что он в трансе. Они даже в течение часа не понимали, что он уже ушел. They thought, oh, he's gone in Они trance. думали, In a что minute he will просто come out of в the trance. обычном трансе, что он погрузился в транс и ждали спокойненько, пока он выйдет из транса. So after 1 hour, they brought a doctor. Но And the через doctor час was on. они уже позвали доктора, и доктор сказал, что все функции тела уже остановлены. So actually, all of the yoga siddhis, all of the mystic powers, they come automatically to one who does bhakti. Тому, кто совершает бхакти, вот эти мистические силы приходят автоматически, To know past, как present, побочное and future. действие. Способность этого ясновидения, способность знать прошлое, настоящее, будущее. To read the minds of others. Способность читать мысли других. To check the effects of sun, water, fire, poison, weapons, like Prahlad. Способность противостоять всем влиянию там, жара, холода, любых яда, там, оружия, чего угодно. So, when we examine these siddhis, И когда мы экзаменируем вот эти ситхи, рассматриваем их, by thinking about them, размышляя о них, one begins to develop a conception of who is Ishvara. человек начинает постепенно раздумывать о том, кто его Ишвара. Because Ishvara is called Yogeshwara, Ишвара называют Йогешвара. Йогешвара. means the master of all yoga. Он повелитель йоги. And so all of these powers are not the powers of yogis. They are the powers of Ishvara that the yogis, by their Ishvara Pranidhan, these powers can be reflected in them. Поэтому все эти силы, они принадлежат Ишваре. Это все силы Ишвары. Но йог, медитируя на Ишвару, вот этим Ишвара Праниданом, самообладанием Ишваре, получает от Ишвары вот эти способности. So then, all the, what they call mythology of the Vedas and Puranas, Поэтому то, it что begins to make sense. люди называют обычно мифами, там, историями, Пуран, теперь это уже становится понятным. In India, they sing songs about Dashavata, the 10 avatars. В Индии поют песню про 10 аватар, It means Даша that аватар. Ishvara God, he comes into this world in many different forms. Ишвара, Бог приходит в этот мир в различных ипостасях, разных формах. Actually, many of the avatars, there are statues of the avatars in Тут the в garden. Кандадже в саду много разных статуй, которые изображают вот эти аватары Ишвары. Buddha is one form. Будха — это одна аватара. That statue is there. Это статуя там. And Vamandev, Вамандев, карлик. there's the incarnation of a turtle Incarnation. incarnation, Karma.
черепахи, курма, Matsya avatar, the fish incarnation. матья, рыба аватара. So for Western people it seems strange that God comes and does lila as a fish or a turtle. Запада это кажется очень странной идеей, что Господь будет принимать облик рыбы или черепахи. But the Vedas say that there are 8,400,000 species of life. Веды описывают, что существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. And that Ishvara appears over millions of years, again and again, in every single species of life to play in that form. За миллионы лет Ишвара принимает облик каждой из этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Он приходит как аватар в этой форме жизни. So this is just one yoga-sutras, Kamarupa. Камарупа – это одна из мистических сил. Принять любой облик, какой угодно. So in Bhagavad-gita there, Sri Krishna said, Yad yad vibhutimat sattvam Shrimam urjitam eva va tam tam eva avagachatvam mama tejangsha sambhavam. Whatever wonderful, mystical and impressive opulence or beauty that you see in this world, you should know that that is just one tiny spark of my power. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит, что все самое прекрасное, впечатлительное, удивительное, замечательное, что вы видите в этом мире, знайте, что это всего лишь крошечная частичка, частичное проявление всего великолепия, которым владею я. So now we can see the value of entering into the science and the mystery of the yoga-sutras, because it begins to open one's mind to possibilities, and one's mind becomes wide enough to accommodate the conception of Ishvara, who is the reservoir of all the mystic powers. That is Ishvara. Вы понимаете пользу вот этого научного рассмотрения всех этих мистических сил йоги? Это помогает развить гибкость ума, чтобы человек мог начать задумываться действительно о способностях и положении самого Ишвара, о его атрибутах. So to be Ishvara or to have all powers is called Aishwarya. Вот это положение, это быть Ишварой, вот это состояние бытия Ишвара называется Айшвария. But Ishvara does not only have power, У Ишвара не только полная власть, but also Madhurya, means sweetness. есть еще другая сторона, другой аспект Ишвара, это мадхурия, сладость. You see, when you experience mystic power, then you have an emotion called the adbhutas, means astonishment. Если вы становитесь свидетелем мистических сил, то вы испытываете такую эмоцию, которая называется адбхут, удивление. But astonishment is generally accompanied by some fear. Ну, удивление всегда присущи какой-то элемент маленький страха, немножко вот это впечатление такое, вы тоже испытываете немножко страха. But when we experience madhurya, sweetness, Но когда вы испытываете сладость, then we don't feel love. то никакого страха уже не будет, там только любовь сопутствует сладости. So Ishvara is not only the embodiment of all powers, but also all madhurya, sweetness. Because one type of power is the power to enjoy. And there's more enjoyment in love than in shocking everyone with how powerful you are. Поэтому Ишвара является, он сочетает в себе всю силу и также всю сладость, потому что касается, у него тоже есть ему присущее качество наслаждающегося, а наслаждаться можно в любви гораздо больше, чем наслаждаться посредством впечатления всех своими мистическими силами, шокируя всех. Okay. So, I want to tell one history about a young yogi from India. Я хочу рассказать историю юного йога. His name was Dhruva. Его звали Друва. Dhruva. He was a prince. Друва был принцем. So this history is very ancient. Это древняя история. It is from a period in history called Satya Yuga, according to Vedic astrology. Периода, ведического астрологического периода, который называется Сатья-юга. Now we're in the age called Kali Yuga. Сейчас мы живем в веке, который называется Кали-юга. It started 5,000 years Он ago начался 5000 лет тому назад. and continues for another 427,000 years. Будет продолжаться еще
427 тысяч лет. So, the previous yuga was called a Dwarpa Yuga. Предыдущая йога называлась Дварпа. And it lasts for 4 million years, over 4 million Она years. длилась больше 4 миллионов лет. And before that, the previous yuga was called Treta Yuga. А до Дварпа была третья йога. And that is another 8 million years. Она приблизительно 8 миллионов лет. And so in the yuga before that is Satya Yuga. И юга перед третьей как раз и была Сатья йога. So this history has been extant in India for a very long time. Поэтому эта история передается из уст в Индии очень много лет. So Dhruva, his father, he was a king called Uttanapad. А отец Друга был царем, его звали Утанапад. And Uttanapad, he had 2 wives. У него было 2 жены. And this is where the problem И starts. это где вот как раз обычно возникает проблема. One of the wives of Uttanapad, her name was Suruchi. Одну из жен звали Суручи, And the other, her name was Suniti. а вторую звали Сунити. So, Suruchi means, Su means good and Ruchi means taste. Су означает что-то красивое или хорошее, а Ручи это вкус. So Suruchi, she was a woman of the world. She was a worldly queen. Она была такой мирянкой и нравилось быть в мире. She liked to У enjoy нее был хороший вкус. She liked to enjoy luxury and fine things. Она любила хорошо наслаждаться, любила роскошь, все самое. But the other wife, Suniti, Niti means the ethics and morality. Слово Сунити состоит из двух. Су означает что-то хорошее, а Нити означает мораль, этика. She was a very ethical and moral woman, and she was interested in the development of character and higher knowledge. Она была очень праведной, ее интересовали высшие ценности. So, of his two wives, the king was more attracted to Suruchi. Конечно, из двух цариц царя привлекала больше Суручи. Because with her he could enjoy С ней он мог хорошо all types of понаслаждаться. luxuries and sensualities. Все сексуально, все с ним было, ей было хорошо повеселиться. Whereas Suniti, she was not a sensual person. А Сунити не была такой важной персоной во дворце. So from both wives he had a son. И обе царицы родили царю сына. So the son of Suruchi, his name was Uttam. Сына Суручи звали Ута. And Dhruva was the son of the very ethical А у Сунити родился Suniti. Дрова. So both of the boys, they were about 5 years old. Мальчикам было ему лет на год приблизительно. And было one по 5 day, лет. the king, he was sitting on his throne. Однажды царь сидел на троне, And he had the son Uttam, the son of Suruchi, on his сын lap. Суручи Утам сидел у него на коленях. And he was playing with him, И он играл с малышом. and his mother was very happy. Это радовало царицу. So at that time, Dhruva, he came, and he also wanted to sit on the lap of his father. Бежал Дрова, и он тоже хотел сесть на колени к маме. So he came to get on the lap of his father. Дрова подошел к отцу и попытался забраться к нему на колени. But Suruchi was envious. Но Суручи, которая по природе была завистливой, She thought, why should this boy, who has come from another woman, the womb of another woman, play on his lap? He belongs to me, I control him. она подумала, с какой стати этот сынок другой царицы будет сидеть на коленях моего мужа. And she took him down from the lap of his Она father. стащила Дру прямо с коленей от царя. She said, oh, you should go and play somewhere else. Иди поиграй в другом месте. If you want to sit on the lap of the king, Она сказала, что если ты хочешь сидеть на коленях then царя, for you in this life, not possible. это тебе не удастся в этой жизни. You should go and worship Narayan, God, Лучше пойди поклоняйся Господу Нараяне and pass your hard и austerities. совершай тяжкие аскезы. And then by this, perhaps in your next life, you can be born from my womb. И если Only then you can sit on his lap. Если тебе повезет, то в следующей жизни ты родишься из моего лона, и тогда ты сможешь сидеть на коленях царя. So when Suruchi said these very cruel words, Когда царица сказала эти такие жесткие слова маленькому мальчику, then Dhruva, he looked at the face of his father. Дрова посмотрел на лицо отца, He wanted to have a response from his хотел, father. чтобы папа как-то отреагировал на это. But because his father was controlled
by the attraction to Suruchi, who was very beautiful, he just looked down. Из-за того, что отец, он был настолько под влиянием чар своей жены, он просто потупил взор и даже не посмотрел в лицо Друве. So when the boy saw that even his father was not objecting or doing И anything, Друва увидел, что даже отец не заступается за него. then his lips were trembling. Губы задрожали у Друвы. And tears came in his eyes. Слезы наполнили глаза. And he just ran out of И the он palace. выбежал тут же из зала. So the little boy, crying, came running and came to his mother Suniti. Маленький Друва подбежал к своей маме Сунити. He said, "Oh my boy, what's wrong? Why Она are you сказала, crying?" что произошло. And he said, "My stepmother, she said I cannot sit on my father's lap because then this is the throne." Друва сказала, мать его сказала, я не могу сидеть на коленях у отца, что я не могу быть на троне. She said, only if I worship Lord Narayan and do yoga and tapasya, austerities for many years, and take birth in my next life from her, then I can sit on the Она throne. сказала, что я смогу сидеть на троне только если я буду поклоняться Господу Нараяне, совершать аскезы, получу благословение, смогу родиться как ее сын в следующей жизни, то тогда я смогу быть на троне. So then Suniti, she embraced her child and tears came in her eyes. Сунити очень расстроилась услышанным, она прижала к себе ребенка, она заплакала. She said, "It's true. Она подумала, это правда, то, что она сказала. Your mother is unlucky, Она unfortunately. сказала, к сожалению, твоя мама неудачлива. I'm just like a servant in this house." Я подобна служанке в этом дворце. But she was crying and she said, "But don't wish ill to anyone else." Она была очень расстроена, но она сказала, ты не должен желать зла другим. Don't have any bad feeling towards your stepmother or your stepbrother. У тебя не должно быть никакой жажды возмездия или мести по отношению к своей мачехе или к твоему сводному брату. Because those who cause pain to others, this pain will come back to Потому them. что если кто-то причиняет боль другим, эта боль вернется к ним. So then Dhruva, he thought, oh, even my mother said that it's true. Друва понял, что даже мама признала, что это факт, то, что сказал это Суручи. And he became angry. И он очень разгневался. He was just a little boy, but he said, I'll show them. Маленьким мальчиком, но он сказал, я им докажу всем, я им покажу. What's the use of my father's throne and kingdom? Кому нужен такой трон, как у папы, и такое царство? I will do yoga, sadhana and tapasya. I will have a kingdom bigger than his kingdom. Я буду такую серьезную йога-садану совершать, и такие аскезы, что я получу царство, которое во много раз превосходит царство моего Bigger than отца. my grandfather's kingdom. Я хочу царство, которое Swayambhuva Manu. даже больше, чем царство моего дедушки. I will have a kingdom better than my great-grandfather's kingdom, Brahma. Чем моего прадедушки царство даже. And he was ready, and with this, Брахма. he ran out of the palace И Друва выбежал из дворца. and went to the forest because he knew the yogis are doing И он tapasya in знал, the что forest. обычно йоги проводят время в лесу, и он отправился в лес. So then the little boy was wandering in the forest, Он блуждал по лесу thinking, now, how do I do this yoga и sadhana? думал, как эту йога-садану делать? How do I do tapasya? Как мне делать? Какие аскезы мне делать? How do I find Lord Narayan? Как мне найти этого Господа Нараяна? So when a person has a strong desire Когда у человека есть сильное желание to find Ishvara, встретиться с Ишварой, even if it's for something else, it's даже something если material, человеком движут какие-то мирские амбиции, but the desire is there, somehow connected with Ishvara, если желание, связанное с Ишварой, присутствует, then Guru will appear in то that person's Ишвара life. пришлет гуру, So духовного then- учителя. Now he heard a sound. И Друва услышал звук. Dhruva heard a sound. Narayana, Narayana, Narayana.
So, because of his strong desire to know Narayan, then a guru came. И так как у Прабху было такое сильное желание познать Нараяну, то к нему пришел гуру. He is probably the most famous sage in all India. Наверное, во всей Индии он самый известный святой. Even Vyasadeva, who has written the Даже Vedas, Вьясадев, который является автором Narada is Вед, his guru. Нарада Муни, So гуру you can imagine Вьясадева. what level of rishi he is. Это совершенно какой-то удивительный уровень святого. He has all the yoga-sutras Нарада naturally. обладает всеми мистическими силами And йоги. he is the personification of bhakti-yoga itself. И он также является олицетворением самой бхакти-йоги. So from far away he could hear Dhruva's Он crying слышал издалека этот плач этого мальчика. and travel at the speed of И mind, со скоростью flying ума through space. Нарада пронесся через пространство. And he has one instrument called Veena. И он с собой всегда носит инструмент, который называется вина. Actually, you know the sitar. Ситара Sitar is not a Vedic – instrument. это не ведический инструмент. The Vedic instrument is the Veena. Изначальный ведический инструмент – это вина. But in modern times, the Islamic musicians, they took the gourd from one end. They removed one gourd and then it became the sitar, which Но is the уже modern позже version. мусульмане, они вот этот отрезали эту верхушку, и осталось только внизу этот прибор. So the great sage Narad was playing on his veena and singing the kirtan of the names of Lord И Narayana. Нарада играл на вине и пел имена Нараяны. And he came there and he saw this 5-year-old boy. И он прибыл туда в лес, увидел этого маленького 5-летнего мальчика. And he was astonished. И Нарад был удивлен, He was thinking, he's only 5, потому ему всего лишь 5 лет. but someone insulted him and he's so Он ferocious. просто его так его оскорбил, что он вообще такой, в таком бешенстве находится. Because he's born in a Kshatriya family, the warrior caste. Что мальчик So they're very родился passionate, very rajasic. в семье кшатрий, каста воинов, и они по природе очень раджасичны, у них очень страстный такой So вспыльчивый нрав. Narad was thinking, look at the nature of the warrior castes. They cannot tolerate even the slight minimization of their prestige. И Нарада так развлекался, ну вот посмотри на природу, это кшатрии, они просто для них никакие оскорбления невыносимы, даже маленькие 5-летние кшатрии уже уходят из себя от бешенства, когда его принизили. This is Rajas. Это вот эта энергия раджаса. So Narad came and Dhruva bowed down to him. Нарада приблизился к Друве, Друва склонился перед Нарадой. He said, oh, please, can you teach me how to do yoga-sutras and find the Ishvara, Supreme Lord Narayana? И Друва сказал, помогите мне, пожалуйста, обучите меня йога-садхане, потому что я хочу найти Нараяну. Narada was shaking his head. А Нарада стал покачивать головой. He said, you're a little boy. Ты маленький мальчик. Why don't you go home to your Может тебе, mother? давай-ка ты домой, возвращайся поскорее к мамочке. Even grown men very rarely have the ability to do the hard tapassic austerities. У взрослых мужчин редко есть сила, чтобы совершать серьезные аскезы. Even expert yogis, they meditate for hundreds of years. Даже уже мастера йоги, они в течение сотен, тысяч лет медитируют. Even for many lifetimes. Много жизни они медитируют. And still they cannot find the end of the path that leads to God. И они не могут даже найти этот конец пути, который ведет к Богу. So at your age, you should be just playing with other boys. В твоем возрасте тебе лучше идти домой играть с малышами, твоими ровесниками. So why don't you go home, and then when you grow up, I'll tell you about it later. Давай, возвращайся домой, когда ты подрастешь, я тебя всему обучу. Narad said, why are you so upset? Нарад сказал, почему ты так расстроен вообще? So your stepmother has insulted Ну you. что, мачеха оскорбила тебя? Just forget about it. Забудь об этом. In this life, if you want to be happy, В этой жизни, если ты хочешь быть счастливым, then if you see someone who's more successful than you, если ты встречаешь кого-то, кто достиг большего успеха в жизни, чем ты, you should be pleased. то радуйся за них. If you see someone who's less successful than you should have compassion for Если them. ты видишь менее удачливого человека в жизни, чем ты, то сопереживай ему, And if you испытывай see someone equal сострадание. to you, make friends. А если видишь кого-то равного себе, то подружись с ними. Otherwise, your mind will always be disturbed. Иначе твой ум всегда будет в беспокойстве. If you see someone less than you, become proud. Если ты видишь
какой-то, кто ниже тебя, ты загордишься. If you see someone more qualified from yourself, then you become jealous. Если увидишь кого-то более талантливого или удачливого, то ты будешь завидовать. So follow my advice, how to get peace of heart. Просто послушай меня, прислушайся к моему совету, как быть спокойным и счастливым. So then Dhruva said, yes, you're giving me good advice. Друга сказал, да, ваш совет замечательный. But I am a warrior caste. Я кшатрия, я воин. So I am very passionate. Я страстен по природе. And even I am ignorant. И я в невежестве. So because of this rajas and tamas, though you give me good instruction, it cannot find a place to sit in my heart anywhere. Я слышу ваш замечательный совет, но из-за влияния этого тамаса и раджаса он не усиживается в моем сердце, ваш совет. So please, you tell me Пожалуйста, how to do tapasya, научите how меня, to do yoga, как делать тапаси, and как how to find Lord Narayan. делать йогу и как встретить Господа Нараяна. I'm going to teach everyone. Я всех обучу этому. I will have a kingdom bigger than my father and Я всех grandfather. проучу, я им покажу всем. У меня будет царство, которое будет превосходить царство моего папы. So then, Narad, he was very surprised. Народ был удивлен. You see, he realized that Dhruva was really Dhruva. Он понял, что этот мальчик, которого звали Друва, он по-настоящему был Друва. The word Dhruva in Sanskrit means fixed. На санскрите слово Друва означает зафиксированный, Not move. стабильный такой, недвижимый. He won't move. Не движется с места. So, there's one planet in the sky called the pole star. На небе вы можете увидеть полярную звезду. So if you know about astrology, Если вы знаете об астрологии, then you know that all the stars, all the planets move, but there's one planet never moves. она не движется. Все планеты, все звезды движутся, кроме полярной звезды. And all are moving, all planets move around that pole star. Все планеты вращаются вокруг полярной звезды. So Narad saw that Dhruva was like this Dhruva, fixed, И very Народ determined. видел, что этот мальчик был полностью такой Друва. So he thought, oh, if I give him instruction and he applies his determination, then he'll be Он successful. подумал, мальчик полон решимости, поэтому если я дам ему наставление, то он будет следовать им и добьется успеха. So then Narad, he taught Dhruva, he told him about yam and niyam, asana, pranayama. И тогда Нарада Муни обучил мальчика ямам, ниямам, асанам, пранаямой, And he gave him a mantra. дал ему мантру. So in this age, the main mantra is the Hare Krishna Maha Mantra. В нашем веке, в Кали-юге, в котором мы живем, главной мантрой является маха-мантра, Харе Кришна мантра. But in Satyuga, the Maha Mantra in the Satyuga was Om Bhagavate. Но в тот век, в котором жил Друва, в Сатья-юге, маха-мантрой была Om Namo Bhagavate. Vasudeva, this mantra. Эта мантра была главной мантрой So, века. Narad Rishi gave this mantra in the ear of И Dhruva. Нарад Риши в ухо прошептал мантру. So he told him, become fixed in your asana И сказал ему, начни совершенствовать And pranayama. асану и пранаяму. and meditate on your mantra. Медитируй на эту мантру. And in your heart, you should see the very beautiful form of Lord И в Narayan. сердце ты должен видеть прекрасный облик Господа Нараяны. And he taught him how to meditate on the form of Он Ishvara in the описал heart. форму Ишвары, как медитировать на нее в сердце. And he said, if you follow this, gradually taking complete control of your senses, Он сказал, если ты научишься, если ты овладеешь полностью своими органами чувств, and also every day you should do some puja, и также ежедневно ты должен проводить пуджу, then you can attain your perfection ты of life. достигнешь совершенства. To meet directly with Lord Narayan, and then whatever desire you have, he can Ты тогда fulfill. лицом к лицу встретишься с Господом Нараяной, и Он исполнит любое твое желание. So he taught Dhruva how to do puja. Он научил Друву, как совершать пуджу. This is something that people forget. Это что-то важное, о чем люди полностью забывают. But in the Bhagavad Purana, it's told that he did not only do yoga sadhana and mantra, but he also did puja. Что Друва не только совершал йога, асану и мантры, и медитацию на мантру, но также совершал пуджу. So
So puja is one aspect of bhakti-yoga, Пуджа – это одна из составляющих бхакти-йоги. where one makes a statue of the form of your Ishtadev, the form of Ishvara, with whom you have a relationship. Облик, статую, скульптуру, облик Ишвары. And then, using the mantra that Guru has given, И с помощью мантры, которую дал гуру, you offer some water, вы предлагаете воду, some flowers. Ишваре цветы. You can make a garland of flowers and put the garland Вот of этому flowers. изваянию Ишвары вы можете предложить гирлянду, сами сделать из цветов. If you have the paraphernalia available, you can offer incense И если у вас есть парафиналии, то вы можете предложить благовоние, and a lamp. фитилек, You can make a fan of leaves, and just like we have fans here. веер такой, как можно сделать It's из very pleasant to листьев. be done, and you can fan И веером the обмахивать statue. вот это изваяние Ишвары. And this is one type of bhakti. It's extremely powerful. И вот это одна разновидность бхакти, вот этот вид акта преданности, и он очень могущественный. You can see in the garden here many statues of the different forms, the avatars of Ishvara. So actually these statues, they're not meant to be garden И decorations. обычно эти статуи, они не являются просто декоративными статуэтками, которые нужно в саду ставить. If you have a divine image, you keep it on the altar in your home. Имидж божества, то это надо держать его на алтаре дома. And every morning, noon and evening, one learns from Guru how to do some puja. И гуру учит ученика, как проводить пуджу. Рано утром, в полдень и вечером ученик проводит пуджу. So this technique of puja is fantastic and extremely powerful. Это очень полезная практика, она очень могущественная. When one engages in this, one begins to feel such pleasure that you never experienced in this Совершая world. пуджу, человек испытывает такое блаженство, такое удовольствие, которое недоступно в этом мире. And most importantly, Самое важное, the shape of the Narayan or Ishvara is impressed in the consciousness. So when you meditate, automatically the form of your deity is coming in your meditation automatically because you are doing puja outwardly. So it comes inwardly very easily. когда вот эта статуя или изваяние сделано по подобию Ишвары, например, Нараяны, и вы каждый день проводите пуджу и смотрите на это изваяние, этот имидж отпечатывается в уме и в сердце, и когда вы медитируете, вы можете уже себе легко представлять облик Ишвары. So all these, the secrets of bhakti-yoga, Все эти секреты бхакти-йоги Narad taught to his disciple Dhruva. Нарада передал своему ученику Друге. And he also gave him another very important И instruction. дал ему еще одно очень важное наставление. He said, there's a wonderful forest, a holy forest called Madhuvan. Он сказал, есть один замечательный священный лес, Мадхуван, And there is a sacred river called Yamuna. в котором протекает священная река Ямуна. So you should go and practice your sadhana there in that place. Отправляйся и совершай свою садану там, в этом лесу. Because the bank of this holy river Yamuna is so powerful that just by visiting that place draws Ishvara closer and closer to you, just by being there. Берег этой реки обладает таким могуществом, что если человек приходит на этот берег, он просто спонтанно притягивает внимание Ишвары к себе, просто находясь там. So this is very good. That's actually where I live. Это как раз то место, где живу я, We're на inviting you, берегу please come. Ямуны. You Я can also come приглашаю to вас that всех, place. приезжайте туда, во Вриндаван. So all alone, Dhruva went there. И в одиночестве Друга отправился в лес Мадхуван. Small boy by himself Маленький мальчик in the forest of Madhuvan, в огромном лесу Мадхувана, on the bank of the holy Jamuna river. на берегу священной реки Ямуны. After Narad gave instruction to Dhruva and he came here, Narad went to see Dhruva's father. И после того, как Нарада дал наставление маленькому Друге, он отправился навестить отца Друга, царя. And Dhruva's father, he was so upset. И отец Друга был очень расстроен. He was, oh, my son, he ran away from home. Он был в ужасе, что его сын сбежал из дворца. Because I was so selfish and attached. Я Stepmother. был таким негодяем, эгоистом, я был настолько привязан к его I was матери. very cruel to him. I didn't give him any love. Я пренебрег своим сыном, я просто не дал ему любви. And now this small tender boy is alone in the forest somewhere. И теперь этот малыш где-то в одиночестве в лесу находится. What will he eat? Что он будет кушать там? Where will he sleep? Где он будет спать?
maybe right now some wolves are attacking and eating him alive. Уже волки съели моего сына. And I told him, don't be afraid. Народ успокоил царя, сказал, ты не волнуйся. He is under divine protection. Он под божественной защитой, твой сын. Anyone cannot harm him. Никто к нему не прикоснется, не навредит. So Dhruva there in the forest. И маленький Друва Every morning he was doing his puja. стал каждое утро проводить пуджу. And then he did the asanas Потом он делал асаны, and pranayama пранаяму, and was meditating constantly on и mantra. постоянно, непрерывно медитировал на свою мантру. No, here's your mantra. Om-Love.MATRIX. This mantra. Вот это мантра, The маха-мантра из сатья-юги. So, and then he would stop his meditation once every 3 days. И он останавливал медитацию один раз каждые 3 дня. And he would pick some fruits from the forest and just eat some fruit. Собирал плоды какие-то лесные и кушал их. So for the first month, he only ate once every 3 И days. в первый месяц он кушал один раз в 3 дня. In the second month, he continued his daily sadhana, but he only ate once every 6 days. На следующий, во второй месяц, он уже продолжал свою практику активно, он все делал, но он кушал раз в 6 дней. And then, after that, the third month, he gave up eating. А уже на 3-й месяц он перестал кушать вообще. And by now, his pranayama, he was lengthening И он удлинял все время цикл his breath. дыхания. Because pran means the breath, and ayama means to А increase. яма увеличивать. So because he was slowly, you know the mantra, we talked about the mantras. Помните, мы говорили о мантрах. So each time he was slowly increasing. Он замедлял дыхание. So by the third month, На 3-й месяц he was taking one breath он делал вдох every 9 days. один раз в 9 дней он вдыхал. And then in the fourth month, На 4-й месяц he was taking one breath every 12 days. он уже делал вдох один раз в 12 дней. And then in the fifth month, stop breathing. А на 5-й месяц он перестал дышать полностью. Now all his senses were completely shut down and his consciousness was fully inside. И он уже отключил полностью все органы чувств. Его сознание было направлено внутрь. And he was repeating the mantra given by his Он все Gurudev. время повторял мантру, которую ему дал его Гурудев. OM means I bow down to Vasudev, the all-pervading Supreme Ishvara. Я склоняюсь перед Васудевом, всепроникающим Ишварой. So now he was standing on one leg, И он стоял вот так на одной ноге, like in the Vriksha-asana, Брикша-асане. and he was fixed like a tree. И он был зафиксирован, как дерево. Pran, everything stopped. Все было стабильно, прана была сбалансирована, всего асана. So at that time he developed, we discussed yesterday, Mahima-siddhi. He became so heavy Получил как раз Махи-Масидхи, он стал очень тяжелым. that just pushing down with his big toe, it made the earth tilt Просто like когда this. он вдавливал землю своим большим пальцем ноги, то вся земля колыхалась под его стопой, All начиналось the yogis, землетрясение. all the mystic powers were coming to him. Все мистические силы стали приходить к нему. He could see the gods of the material nature, Он видел всех полубогов, of the sun, the wind, по the rain, материальных water, элементов, all the elemental gods flying in their airplanes of flowers in the как sky. они на воздушных цветочных кораблях летали по небесам, он все это видел. And when he stopped his breathing, Когда он перестал дышать, then even the angels in the higher planets, they were choking. даже And they ангелы, couldn't breathe. которые живут на райских планетах, они стали задыхаться, они не могли дышать. Because by the power of samapati, then his chitta had become one with the universal pran. Потому что с помощью самапати его чита стала одним целым со вселенской праной. So at that time, all the various gods of nature, they prayed to Lord Narayan, save us, we're choking. Боги материальных элементов, они в беспокойстве стали молиться Господу Нарайне, помоги нам, мы задыхаемся. So at that time, Lord Narayan said, don't fear, I will save you. Господь Нарайна сказал, не беспокойтесь, я приду к вам на помощь. So what happened? As he was meditating И что произошло? Когда мальчик медитировал on the lotus feet of Lord Narayan, на лотосные стопы Господа Нарайны, whose nails are the reddish and
shining like jewels. И ноготки на стопах Нарайана, они сияют, как драгоценные камни. With the spiritual transcendental golden ankle bells. И его стопы украшены, лодыжки украшены Very золотыми beautiful golden ножными cloth колокольчиками. dhoti. На нем золотистая доти. With a belt of golden and jeweled bells Пояс around his сделанный waist. из всяких Very драгоценных камней, broad chest. колокольчиков, огромная широкая грудь. And four-handed form. И у него 4 руки в Господа Нарайана. Like four-handed form, like this. And with beautiful smiling face. У него улыбающееся лицо. Then in his meditation, first what was only his visualization in the chitta suddenly became effulgent. И то, что Друва видел как отражение такой имидж чити, вдруг засияло. And in his meditation, he actually had darshan of И в Narayana. медитации он увидел Даршан, он увидел Господа Нарайана. So that was the time when all the rishis were praying И and это как devas, раз был save us, тот to Lord момент, Narayana. когда все риши, деваты, они молились Господу Нарайане, помоги нам. Lord Narayana said, don't fear, I will Господь save you. Нарайан сказал, не волнуйтесь, я вас спашу. Why? Because when Dhruva saw the form of Narayan in his meditation, suddenly that form disappeared. Почему? Потому что когда Друва, он увидел эту прекрасную форму, облик Господа Нарайана в медитации, засмотрелся на нее, и вдруг она исчезла. And when the beautiful form of Narayan disappeared, Dhruva he couldn't meditate И anymore. это полностью разрушило его медитацию. He was crying because such love came Он for God. очень сильно расстроился, как только этот облик исчез из сердца, он заплакал, потому что So уже his meditation broke, и это and he нарушило came его out from his медитацию. asana И он вышел из асаны, and opened his eyes. он прервал асану, и он открыл глаза. And Lord Narayana was in his heart. When he opened his eyes, he И was когда standing in Друва front of him. открыл глаза, он увидел, что тот Господь Нарайан, которого он видел в сердце, он стоит перед ним. So that Dhruva was now not meditating anymore. He was seeing Друва directly уже with his после eyes. медитации, он просто стоял и смотрел на Господа, And he bowed на down. Его. И он склонился перед Нарайаном. And he wanted to say some beautiful, eloquent prayers. Друва хотел сказать какие-то, вознести какие-то красивые, вычурные молитвы. But then he remembered, I'm only 5 years old, I don't know any Потом он Sanskrit понял, что prayers. мне всего лишь 5 лет, я не знаю никаких красивых молитв. So Lord Narayana has a conch shell in his, У Господа Нарайана есть раковина в одной из рук. and seeing the desire of Dhruva, he reached for it and touched him on Прочувствуя the head. желание мальчика, он коснулся его головы этой раковины. And as soon as he touched him, И как только ракушка коснулась головы мальчика, then spontaneous Sanskrit poetry appeared in his heart. спонтанно санскритская поэзия стала проявляться на его устах. And he began to pray and glorify Lord Narayana. И мальчик стал прославлять Господа Нарайана. Oh, you are the supreme being beyond all time and space. Он верховный повелитель времени и пространства. You are the shelter of all existence. Вы прибежище всего существования. Every living entity in every atma in the universe is your servant. Все живые существа Вселенной ваши слуги. But they are bewildered by Maya illusion. Но они находятся под влиянием, они сбиты с толку влиянием иллюзорной энергии Майи. Oh my Lord, I only pray to you О Господь, я молюсь, that I can just have the association of your devotees, like Narad. чтобы я всегда мог общаться с вашими преданными, такими как Нарада. This feeling comes when there is a realization. Когда приходит осознание, Then the devotee realizes, why is this happening to me? Only by the mercy of my Guru. когда человек преданный получает откровение свыше, он понимает, он начинает понимать, как он обрел это откровение, он понимает, что это произошло лишь по милости So духовного учителя. Dhruva was remembering Narad, И his Друва Guru, стал вспоминать своего гуру. because without his blessing, his grace, the mantra given and his instructions, he could never have this Понял, что experience. без милости гуру, если бы гуру не дал ему наставления, мантру, он никогда бы не смог испытать этот даршан. So in a very beautiful voice that was deep like the rumbling of thunder, И таким красивым, журчащим голосом, как подобный грохоту грома, Lord Narayan said to him, Господь Нарайан сказал ему: oh, your father very soon will pass away, очень скоро твой отец умрет, and your brother Uttam, и твой брат Утам he will be killed in a hunting accident. погибнет
во время охоты. And his mother, Suruchi, she'll go to the forest to look for him, and she'll be burnt in a forest А fire. Суручи, его мать пойдет искать своего сына, и она погибнет в лесном пожаре. So automatically, just by destiny, you will Автоматически, become king. по воле судьбы, ты станешь царем. And I bless you that you will rule over the empire И я благословляю тебя, чтобы ты for царил, 36,000 years without becoming old. чтобы ты был императором, и ты не старел в течение 36 тысяч лет. And after that, После твоего правления you will go to the pole ты star, отправишься на полярную звезду, and you will become the emperor of that и planet. ты будешь правителем этой планеты. So, in India, the pole star, the one planet which never moves, is called Dhruvalok. И в Индии полярная звезда как раз называется Друва-Лока. So even today, Dhruva is there and ruling on Dhruvalok. Сегодня Друва находится на полярной звезде. He's there, he's listening now И to what он we are saying. слушает то, что мы сейчас рассказываем. So you can pray to him, oh, please give me determination. Помолитесь ему, чтобы он дал нам эту решимость. I want to have determination like you, Такую решимость, как у него. to do very strong sadhana, Чтобы у нас была такая сила without any совершать. material distractions of temporary illusory things. Чтобы у нас тоже появилась такая сила совершать духовную садану, не отвлекаясь на материальные иллюзии. So Lord Narayan said, this planet Dhruvalok, even when the universe is dissolved, Господь Нараян сказал, что даже когда Вселенная растворяется, уничтожается, the whole universe implodes every 311 trillion years, каждые according to Vedic astrology. 311 триллионов лет Вселенная исчезает, она разрушается. Lord Narayan said, at that time when the universe dissolves, even then the Dhruvalok remains untouched. Господь Нараян сказал, даже когда вся Вселенная исчезает, все равно Друва-Лока остается. So his kingdom was better than his father, his grandfather, and his great-grandfather. Произошло царство его отца, дедушки и прадеда Господа Брахмы. So then, Dhruva realized the words of my stepmother were true. И Друва понял, что слова мальчики оказались правдой, By serving Lord Narayan, что послушать. whatever I want, even though my desire was impossible, it came true. Он понял, что благодаря тому, что он стал служить Господу Нараяне, даже его желание, которое было таким нереальным, оно исполнилось. Then Dhruva, he began to cry, И Друва заплакал and he said, и сказал: Stana bilasa tapasi stitoham tvam praptavam deva munindraguyam kachan vichimban api devyaratnam swamin kritatosmi param najache. Oh my Lord Narayan, Друва сказал: мой Господь Нараян, I performed very hard tapasya austerities я совершал суровые тапаси, аскезы because I wanted to get a high and powerful position in this world. из-за того, что я хотел добиться высокого положения в этом мире. And now I have attained that position. Я добился своего, я получил это положение. But more than that, I have attained you. Но самое главное, что я обрел тебя. You who are very difficult for great yogis and rishis to attain, I have attained you. Ты недостижим для многих йогов и риши, но я обрел тебя. And now I have realized something. Я понял что-то. I am like a person Я подобен человеку, who was looking for a piece of broken glass, который искал какие-то стекляшки, which is completely worthless. какие-то осколки стекла, которые вообще ничего не стоят. And while looking for a piece of broken glass, Пока я искал эти I стекляшки, found a priceless diamond. я нашел огромный бриллиант. So now I realize what I wanted. Теперь я понял то, чего я хотел. Some power, position and enjoyment in this world is completely worthless, То, чего like я broken glass. так добивался силы, положения, власти в этом мире, это ничтожно, это как какие-то стекляшки. And by chance, what happened? I found you. А случайно я нашел тебя. You are my priceless jewel. Ты мое бесценное сокровище. So now, actually, though when I was doing my sadhana, I wanted this power. But now I have you, I don't want anything. Когда я совершал свою садхану, я действительно хотел власти и могущества, положения, но теперь, увидев тебя, я ничего не хочу. And so the vision of Lord Narayan cleansed away all selfish desire from the core of his heart. И No вот desire. этот даршин Господа полностью очистил сердце друга от всех корыстных целей, от всех желаний, амбиций. That means that his bhakti became pure bhakti. Это значит, что бхакти друга стало чистым в этот момент. And this pure bhakti is the most powerful force in all И existence. вот это чистое
чистая бхакти, чистая преданность – это самая могущественная сила в существовании. And that is the perfection of yoga. Это и есть совершенство йоги. So in this way, we have completed our 6 days. Образом мы завершаем наш шестидневный курс. So now it's 5 to 5, so we should be fine. So there's another class coming in here in just 5 Сейчас minutes. начнется йога-класс, 5 часов нам надо завершить сейчас. So tomorrow we'll have no seminar. Завтра у нас нет класса, завтра But from the next day, I have 2 more days here in Goa before I have to take pilgrimage in Jagannath Puri. 2 и 3 числа я буду, 3 и 4 я буду все еще тут, 5 я уже улетаю в Джаганнатх-Пури. So in our 2-day seminar, we'll be speaking about a Shuddha Bhakti, pure Bhakti Yoga. Последние 2 дня семинара мы посвятим Шудха Бхакти. And the practices and meditations and histories of the great Практики, sadhus. медитации и история о великих саду. So we're not sure what time that seminar will be, but it will be announced tomorrow. Поскольку организаторы запланируют этот класс, но мы завтра узнаем. Also, this evening at 7 o'clock, we have a kirtan, big kirtan in Magic Park. В Magic Park в Арамболе я проведу киртан, вечер киртана. And also, if anyone would like to have the private consultation Если кто-то хочет задать личные вопросы, to discuss your personal spiritual practices, обсудить свою личную духовную you can практику со schedule a мной, consultation вы можете with обратиться me, with Suswana. через меня, попросить о встрече с Прем Prayojan. Also, we have some japa У malas. нас есть тоже джапа малы. So, if anyone would like to take up the process of the japa meditation, Если кто-то хочет начать заниматься джапа, you can come медитацией, and see me and take a mala so you can begin your вы japa можете meditation. подойти ко мне и взять малу. Bole Vrindavan Bihari Lal ki jai, jai jai Shri Radhe. Jai.